Всем привет! Решил создать видео, может быть, кому-то поможет, потому что я промучился весь день. Не знаю, как снять педаль сцепления, как устранить скрип. Все дело из-за скрипа, особенно в жаркую погоду. Педаль дико скрипела, я не знаю, телега старая или как там еще назвать. Скрип противнейший, короче. По интернету нигде ничего не нашел, как убрать скрип. Кто пишет это с завода, но это бред, никто бы с завода не брал со скрипом машины. Мы взяли бы ушную, я не знаю, там, как с завода, но сомневаюсь. Вот. Проблему решил как? В общем, я ее снял, все вымыл, почистил и смазал зеленой смазкой Негрол. Она дружит с пластиком. Ну, в процессе эксплуатации посмотрим, как чего. Не любит эта смазка только влагу. Вот. Сразу скажу, что понадобится. Понадобится шестигранник на 14. Шестигранника у меня этого не было. Уже второй раз нужен. Машины ремонтирую не только это. У меня как бы много их приезжает, но это своя семейная машина. Вторая. Вот. Куплю я этот шестигранник, короче, потом. Использовал я болт. Тоже на 14. Закрутил две гайки там. Ну, кто соображает, короче, сообразит, как открутить. Понадобится этот шестигранник, чтобы открутить втулку хитрую. Сейчас попробую показать. Втулка находится по левой стороне, если смотреть на педаль. По левой стороне. Как же тебя снять-то? Ё-моё. Походу мне никак не снять. Вот. Так будет, наверное, лучше. Да где ж ты там? Втулка. Пружинку эту тоже я снимал. Снимается легко. Так. Вот эти болты от цилиндра сцепления тоже я открутил. Она будет полегче снимать. А, вот она сама и втулка идет. Шестигранник на 14. Так, по-моему, как обычный болт, против часовой стрелки прокручиваем и вытаскиваем в эту же сторону. С обратной стороны будет вот эта часть, которую я пытался тоже как-то сжать и пробовать открутить. Вот так она выглядит. Прокручиваете, здесь она попадает в свои эти кармашечки и вылезает. Так, потом я еще открутил, точнее вытащил вот эти клепки. Они вытаскиваются легко. Проблемное только вот это. Там идет два усика, один надломился, секундой отклеил. Думаю, походит как бы. Может быть и не нужно будет вот эту снимать. Но я говорю, не знал, с чего начинать. Снимал саму вот эту педаль. Из двух частей она идет. Даже с трех тут еще вот эта железная, блин. Плюс она люфтит тут здесь. Ну, от этого скрипа не было, это точно. Вот такой люфт. Думаю, в будущем подложу сюда какой-нибудь антискрип. Если будет какой-то скрип идти здесь. Либо как-то будет раздражать. Сейчас пока что силиконовой смазочкой промазал. Ну, единственное, только вот люфт идет. Так. Что еще? Вот идет фиксатор в педаль сцепления. Беленький. С той стороны тоже идет ушко. Нужно сжать и вытащить.
чтобы цилиндр сцепления у нас остался там, его не трогать. И когда будете закручивать, смотрите, чтобы по центру, вот где черный шток и алюминиевый вот это идет, чтобы он был по центру, не касался алюминиевого, тоже не было скрипов там вот этого всего. Так, дальше. На что наткнулся? Чуть выше там нужно будет снять здесь, где блок предохранителя и крышку. Там находится датчик. Датчик сцепления. Вот он. Поворачивается по часовой, не соврать, по часовой стрелке, да. И вытаскивается вместе с разъемом, тащится сюда. На разъеме красный замочек. Его подтягиваем вверх, вытаскиваем полностью, ложим, снимаем датчик. Новый датчик сразу покупайте. Артикул там в интернете найдете, где-то я видел. Там, если надо будет, выложу там в комментариях. Ну, как я слышал, новый датчик нужно будет типа обучить. То бишь это к электрику надо. Я его куплю, попробую поставлю, посмотрю, что изменится. По сути, обучиться может сама обучиться, либо как-то УБДшкой обычной скинуть. Вот. На фокусах менял, по сути, ничего не обучалось. Какой принцип обучения, не знаю. Я не электрик. Вот. Но шток у него истертый. И у вас будет 100%, если он не менялся, и пробег уже тоже там где-то 200, он будет истертый. Вот. И срабатывает он только, когда уже педаль сцепления, даже пружинка не помогает. Вот, получается, я сейчас нажал. Он, по-моему, до конца сейчас не отщелкнулся. Вот сейчас потяну педаль. Вот щелчок. Только сейчас он отщелкнулся. Большинство машин без него вообще не будут заводиться. Вот. А на этой, ну, как тоже маленько так информации набрался, ну и на большинстве машин это будут толчки 100%, и обороты она скидывать не будет. Она не будет понимать, что вы нажали педаль сцепления. Вот. Ну, по сути, все. Надеюсь, кому-то видео поможет. Я не блогер, особо ничего не выкладываю. Машин делаю много. Эту делаю как бы сейчас для себя, можно сказать, типа проекта, что ли. Вот. Какие там видео буду, может, выкладывать, если что-то такое непонятное. Потому что по движку здесь уже много чего манипуляций я сделал. И по фазовращателям вот эти проблемы в интернете пишут, там вот эти клапана менять. Тоже бредовая вся эта идея. Если клапан щелкает, работает, ничего там менять не нужно. Вот. Я ради экспериментов и менял, по факту ничего. Делаю тут в абсолютно другом. Но это уже потом, может быть, буду выкладывать чего. Все, всем привет.